Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков на своем канале, а также всех постоянных моих зрителей и подписчиков, мастеров, мастериц с разных городов, с разных стран. Всем большой-большой привет. Я сегодня к вам с очередными летними ниточками. Да, это у меня хлопочек. Ниточки у меня остались с прошлогодней юбочки. Смотрите, это получается ниточки, называются Ярнард Виолет. В 50 граммах здесь находится 282 метра. Видите, пишут, что стопроцентный хлопок. И нам советует производитель, берите крючок 2,5, видите, миллиметра. Но я буду брать 2 миллиметра. Я вязала данную пряжу крючком 2 миллиметра. По моей плотности вязания мне понравилось 2 миллиметра. А вы подбирайте под свою пряжу, под свою плотность. Узорчик универсальный. Используйте любые ниточки. Узор очень легкий. Ну что, свяжем? Итак. Раппорт сегодняшнего узорчика 12 петелек. В силу того, что ниточка тоненькая, крючок тоненький, я хочу вам показать всю прелесть узорчика, да, поэтому я буду набирать 4 раппорта и дополнительно 3 петельки, чтобы узорчик красиво закончился. Итого получается 12 на 4 48 и плюс 3 51. Я набираю 51 воздушную петельку, вы набираете сколько вам удобно. Хорошо? Давайте, все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь 51 воздушная петелька. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51. Вот мой будущий образец. Далее, в силу того, что надо будет пропускать большое количество воздушных петелек, и чтобы новички не ошиблись, да, я буду делать дополнительный ряд, что и вам советую. Я буду делать его из столбиков с накидом. Вначале делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И отсчитываем от крючка, аккуратненько отсчитываем 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 и 2. Это наш столбик с накидом. Так я делаю во многих узорчиках. То есть дальше мы проходим полностью по всем петелькам нашим, по воздушным. И каждую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. Сколько вы набрали петелек, столько должно быть столбиков. То есть в моем случае 51 воздушная петелька, значит должен получиться 51 столбик с накидом. Не забываем первые 3 петельки подъема. Они у нас тоже имитация столбика с накидом. То есть мы считаем их как столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Сейчас я провязываю до конца ряда, и вы тоже провязывайте. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши аккуратненькие столбики готовы. Теперь можем с уверенностью приступать к нашему узорчику. Итак, для начала мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И делаем еще одну воздушную петельку по узорчику. Итого получается у нас в начале здесь 4 воздушные петельки. Дальше накид. Пропускаем, смотрим внимательно на верхушке, да, столбик 1 пропустили. Следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Далее, смотрите, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 ныряем. И здесь будем провязывать веерочек из 5 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом. Сюда же второй столбик с накидом. Сюда же третий столбик с накидом. Сюда же 4-й столбик с накидом. И 5-й столбик с накидом. Вот наш красивый веерочек. Далее опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик ныряем, провязываем столбик с накидом. Есть. Далее воздушная петелька. Пропустили столбик, в следующий столбик опять столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й провязываем точно так же опять веерочек.
состоящий из 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Понятно, да? И опять у нас 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И опять делаем наше как бы окошечко, назовем его, да? Столбик с накидом. Раз, воздушная петелька, столбик пропустили, следующий столбик с накидом 2. Поняли? То есть у нас получается окошко, веерочек, окошко, веерочек. Дальше окошко, веерочек на ту длину образца, который вы связали. Понятно? Несложно? Несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наши веерочки, окошечки готовы. Все ровненько, аккуратненько. И закончили мы ряд, получается, очередным окошком. Столбик с накидом, воздушная петелька. И вот в эти 3 петельки подъема провязали столбик с накидом. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот. И 1 воздушная петелька по узорчику. То есть здесь у нас будет 4 воздушные петельки. А дальше будьте внимательны. Дальше у нас идет, помните, столбик, да, с накидом. Мы делаем вот так вот накид. Теперь смотрите. Заходим вот так вот сзади наперед. Окружаем наш столбик. Так, столбик перед крючком. Захватываем ниточку. И смотрите, будем провязывать столбик с накидом, но провязываем как? Вначале 1 петелька, 2, 2. Мы провязали рельефный лицевой столбик с накидом. А провязали почему 1, 2, 2? Потому что у нас немножечко вниз спускается, да, столбик. И чтобы у нас не тянуло вязание, мы его чуть-чуть удлинили. Идем дальше. Накид. Вот у нас веерочек, состоящий из 5 столбиков. Мы провязываем этот веерочек. Первый столбик. Беремся за верхушку, провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Второй столбик. Столбик с накидом 2. Воздушная петелька. Третий столбик. Столбик с накидом 3. Воздушная петелька. Четвертый столбик. Столбик с накидом 4. Воздушная петелька. И 5 столбик. Столбик с накидом 5. То есть у нас как бы веерочек такой, сказал, более широкий, да, более воздушный. Идем дальше. У нас, смотрите, опять идут наши 2 столбика. И мы их будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом. Повторимся. Накид. Опять захватываем сзади наперед столбик, столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем. 1 петелька. 2. 2. Угу. Когда будет много рельефных столбиков, увидите, что это будет очень красиво. Воздушная петелька, то есть окошечко наше продолжается. Следующий столбик точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. 1 петелька, 2, 2. Поняли? То есть у нас все сохранился. То есть у нас и окошечко есть, и веерочек есть, да, и окошечко опять есть. Дальше опять идет веерочек. То есть провязываем наши все столбики веерочка, но между столбиками по 1 воздушной петельке. Воздушная петелька, второй столбик, воздушная петелька, третий столбик, воздушная петелька, четвертый столбик, воздушная петелька и 5 столбик. И сразу же перепрыгиваем на наше окошечко, на наши столбики, да, и провязываем их рельефными лицевыми столбиками с накидом. И между ними тоже 1 воздушная петелька и еще 1 рельефный лицевой столбик с накидом. Не сложно? Я думаю, не сложно. Давайте вот так вот продолжайте до конца ряда. Угу. Получится красота. Давайте, встречаю вас в конце ряда. Так, смотрите, вот наша красота ажурная растет. Мы здесь окошечко провязали точно так же, как в самом начале ряда, да? То есть 1 столбик у нас будет рельефным лицевым, 1 воздушная петелька и просто обычный столбик в 3 петельки подъема. Все, идем дальше. Опять 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Мы же продолжаем окошко, да? А вот здесь будьте внимательны. Вы помните, что мы провязывали рельефные лицевые столбики. Чтобы эту рельефность сохранить, нам в этом ряду надо будет провязывать столбики рельефными тоже, но изнаночными. То есть мы, получается, этот столбик, смотрите, как провязываем. Захватываем спереди назад, вот так вот. У нас столбик за крючком находится. Точно так же вытягиваем ниточку и провязываем вначале 1 петельку, 2, 2. Поняли?
Этим как бы и будут отличаться именно рельефный лицевой и изнаночный столбики. Ну, а дальше, получается, будем провязывать вот наши 5 столбиков нашего веерочка. Провязываем обычными столбиками, просто беремся за верхушку, столбик с накидом раз, воздушная петелька. Далее столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 3, воздушная петелька, столбик с накидом 4, воздушная петелька и столбик с накидом 5. То есть было у нас 5 столбиков и осталось. И сразу же переключаемся вот на это окошко. Провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Петелька 2, 2. Воздушная петелька. Опять захватили спереди назад столбик за крючком. Вытянули ниточку, провязали 1 петелька, 2, 2. Все. И сразу же переключаемся опять на наш веерочек. Точно так же провязываем 5 наших столбиков и между ними 1 воздушная петелька. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый. И 5. Не забывайте, да, по 1 воздушной петельке между столбиками, чтобы у нас формировались вот такие вот окошечки. Угу. Вот видите, по итогу у нас получается вот полностью вот такой ажурчик, состоящий из таких вот квадратиков. Несложно, скажите, совсем несложно. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Не забывайте, что столбики у вас здесь рельефные, изнаночные. Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши окошечки готовы, да? Мы провязали, получается, рельефные столбики здесь рельефными изнаночными. Далее, что мы делаем? Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И опять делаем 1 воздушную петельку по узорчику. Так. А теперь смотрите, мы должны будем повторить полностью весь предыдущий ряд. Все точь в точь. Единственное, что опять же рельефные столбики, помните, да? Мы должны сохранить рельефность, поэтому мы здесь будем провязывать их рельефными лицевыми столбиками. Все, это единственное отличие в данном ряду. А дальше опять у вас начинаются вот такие вот как бы окошечки столбиков, да? То есть столбик в столбик, воздушная петелька, столбик в столбик, воздушная петелька, столбик в столбик, воздушная петелька, столбик в столбик, да, помним, да, что у нас будет 5 столбиков, воздушная петелька и последний 5-й столбик. Есть. А дальше вот у нас идут опять рельефные наши 2 столбика, мы провязываем их в этом ряду рельефными лицевыми. Все. Воздушная петелька и следующий опять рельефный лицевой. То есть вот такой вот у нас будет дырчато-окошечный, окошечно-окошечатый, да? Вот такой вот узорчик. Поняли, да? То есть все, повторяем окошечки. Здесь столбики рельефные лицевые. Все, больше никаких особенностей. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы уже с вами провязали 4 ряда нашего узорчика. Вот такой вот он весь в окошечках, да, назовем так. Дальше что мы делаем? Смотрите, опять мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Опять повторяем наше окошечко. 1 воздушная петелька. Вы уже помните, да, мы сохраняем рельефность. Поэтому получается следующий столбик у нас будет рельефный изнаночный. Вот таким вот образом захватили его. Столбик у нас за крючком. Вытянули ниточку. И провязываем, получается, точно так же. 1 петелька, 2, 2. То есть здесь все без изменений. А вот здесь получается у нас в 5-м ряду, да, то есть мы сделали, получается, из веерочка, сделали широкий веерочек, окошечки, окошечки. А теперь мы будем собирать весь этот веерочек. Смотрите внимательно. Получается, мы сейчас здесь делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А теперь беремся за каждый столбик. Смотрите. Вот у нас первый столбик нашего окошечка. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Вот второй столбик, да, наше окошечко. Захватили ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. В третий столбик точно так же 2 петельки, стоп, накид.
в 4 столбик точно так же 2 петельки, стоп, все держим на крючке, накид, и в 5 столбик точно так же захватили, получается, нашу ниточку, вытянули 2 петельки, стоп. Вот у нас получается 5 петелек от столбика и 1 петелька шестая, которая была на крючке. Теперь мы должны все вместе это провязать и обязательно зафиксировать. Все, вот видите, как у нас получилось. То есть здесь у нас веерочек начинается, а здесь у нас он заканчивается. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Смотрим внимательно по узорчику. У нас здесь получается рельефные столбики, 2 столбика, они у нас будут изнаночные. Захватываем вот таким образом столбик и опять провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Воздушная петелька и 2 столбик точно так же. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Несложно? Несложно. Вот. По итогу у нас получается как бы веерочек начался и веерочек закончился. Дальше опять делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И точно так же получается. Вот наши 1, 2, 3, 4, 5 столбиков захватываем и провязываем с одной верхушкой. Раз, два, 3, 4 и 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И опять 2 рельефных лицевых столбика. Лицевых, изнаночных. Сейчас я вам расскажу. Изнаночных. Раз, воздушная петелька и рельефный изнаночный 2. Понятно? Все. Все. То есть именно рельефные столбики наши остаются, так? А здесь, получается, мы все столбики собираем вот в такой вот веерочек. Несложно? Я думаю, несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала, получается, до конца ряда. Видно, да, как наши веерочки, получается, вот они собирают все наши столбики. Это, получается, сторона лицевая, вот они, рельефные столбики, хорошо видно. Вот. Это получается наш вертикальный раппорт узорчика. Дальше мы будем провязывать только лишь повторение. Единственное, что в узорчике предусматривается смещение, получается, небольшое в шахматном порядке. То есть мы провязываем все то же самое, да, но небольшое смещение. Итак, смотрите. Получается, вначале вы делаете 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И получается вот видите, наша первая арочка, первое окошечко. Мы в это окошечко будем провязывать вот наш первый веерочек. Видите? Но в силу того, что здесь как бы влезет, да, вместится только лишь половинка веерочка, провязываем 3 столбика. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с накидом. Понятно? Вот, пол веерочка. Дальше смотрим. У нас тут 2 воздушные петельки. Так, и мы провязываем 2 воздушные петельки. Раз, два. А теперь смотрите внимательно. Получается, мы должны будем провязать 2 столбика с накидом. Один столбик у нас будет вот, получается, перед веерочком. Провязываем столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. А другой будет у нас после веерочка столбик с накидом 2. Поняли, да? То здесь мы начинаем формировать наше окошечко. 2 воздушные петельки. И там, где у нас между рельефными лицевыми столбиками была арочка, в эту арочку ныряем и провязываем веерочек полностью. 5 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4 и 5. Поняли, да? Вот. Вот он наш веерочек. Понятно? Все, дальше опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И провязываем перед веерочком столбик с накидом. Воздушная петелька. И после веерочка столбик с накидом. Угу. Все, не сложно? Не сложно. Формируем опять. Наши будут рельефные столбики. Вот здесь будут стоять. Так? А здесь будет расти веерочек. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот поняли, да? Вот веерочек, пол веерочка, веерочек, 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 пол веерочка. Дальше вспоминайте, что мы должны сделать. Мы должны над каждым столбиком веерочка провязать такой же столбик, но плюс воздушная петелька, да?
Вот. И там, где у нас получается вот наши 2 столбика, здесь у нас будут расти рельефные столбики. Не забывайте, следим. Если у нас здесь получается лицевая сторона, то в следующий раз у нас будет, ряд будет изнаночный, мы будем провязывать рельефные изнаночные столбики. Все. Дальше опять окошечки, окошечки и собираете веерочки. Здесь вы будете собирать по 3, получается, столбика. Понятно? Все. И дальше у вас опять идет повторение вашего узорчика. Вот первые, получается, ваши рядочки. Первый, это, скажем, вертикальный раппорт узорчика. Я думаю, что несложно. Я здесь в данном моменте прикладываю схемку. Кто умеет пользоваться схемкой, смотрите. Так? Кто не умеет пользоваться схемкой, просто повторяйте, что вы вязали непосредственно в нашем вот этом первом вертикальном раппорте. Я думаю, у вас все получится. Пробуйте, творите, немножко вытворяйте. Встретимся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала, получается, еще 2 вертикальных раппорта. Видите, они в шахматном порядке располагаются. То есть третий раппорт повторил полностью первый. Вот. Как вам? Хорошо смотрится? Скажите, да, узорчик преобразился. Когда мало, да, узорчика, то толком и не видно. Поэтому я набрала здесь побольше, да, и здесь показать вам побольше, как он на самом деле смотрится. Я считаю, что шикарно. Вот так вот он будет тянуться. Так, и вот так вот он будет тянуться. То есть, честно, тянется не сильно, да? То есть это хлопок просто без всего, без всяких добавок, просто обычный хлопок. Вот такая вот интересная получается, может быть, туничка, маечка, топик, да? Возможно, будет, так скажем, комплекс нескольких узорчиков. Это будет один из узорчиков, почему бы и нет, да? То есть вы совместите, может быть, это будет какой-либо летний кардиган в пол, да? Ну, либо кофточка, накидочка. Ну, согласитесь, интересно? Я, конечно, в любом случае буду ждать ваших комментариев. Кто либо данным узорчиком уже вязал, что вы вязали, пишите. Либо кто планирует что-то связать, да, какими будете ниточками вязать. Вы посмотрите, узорчик универсальный, вязать можно любыми нитками. Даже если вы на зиму свяжете зимними ниточками снуд, да, вокруг шеи там в 2 оборота, то это будет очень шикарно. Воздушный, легкий, нежный, красивый. Можно вязать из обычной пряжи, можно вязать из секционной пряжи. То есть узорчик универсальный. Обязательно пробуйте. Давайте замерим. Вот в моем случае я набирала 51 воздушную петельку. То есть узорчик, видите, он маленький, ну потому что ниточка тоненькая. Давайте посмотрим, сколько это будет в сантиметрах в моем случае. Ну вот 15, да, с небольшим хвостиком сантиметров. И здесь получается у нас один раппорт нашего узорчика. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5, 10, 15. И видите, как удобно заканчивается, согласитесь, да? Удобно. Получается 16 и 17. Вяжется очень просто, вообще не запутаться. Так, это у нас получается... Ну, 12,5 сантиметров. Но все равно здорово, согласитесь. Я считаю, что, в принципе, даже очень и неплохо. Я надеюсь, видео вам сегодня понравилось. Не забывайте ставить свои лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты, чтобы потом посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.